Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это финансовый гороскоп. То, что вы от меня ждали, то, что наконец-то нужно понять и где разобраться для того, чтобы идти дальше и зарабатывать те деньги, которые вы считаете вы достойны. Эта шпаргалка, инструкция или рекомендации помогут вам осенью 2025, в 2026, ну и далее, если, конечно же, вы выйдете на тот самый уровень, который вы хотите, потому что, ребята, на ближайшие 7 лет у нас Уран в Близнецах. И это очень важная история развития для водолеев. Неважно, Солнце у вас в Водолее, асцендент у вас в Водолее, 2, 6 или 10 дом натальной карты Водолея. Или же у вас в принципе заполнены 11 дом, или даже хоть одна планетка у вас находится в 11 доме. Это дом Водолея. Ну что, ребята, готовы? Присаживайтесь поудобнее, сейчас буду рассказывать. И да, если же ваше Солнце находится в Водолее, я думаю, большинство меня будут смотреть Водолеи по Солнцу, то ваши основные истории связаны с развитием. Это развитие ваших интеллектуальных способностей. Конечно же, 100% в детстве вы слышали от родителей, сколько можно, все твои идеи ничто, научись как-то приносить, зарабатывать деньги нормальным путем, на нормальной работе. Сейчас Водолеи меня смотрят такие, кого-то передергивает, кого-то нет, абсолютно нормальная история, все просто зависит от того, на каком уровне развития вы сейчас находитесь. Кому-то чуть больше повезло с родителями, кому-то наоборот не повезло, но нам всем однозначно повезло, потому что вы все находитесь сейчас здесь, значит точно повезло, ребята, значит сейчас все станет понятно. Поэтому не надо здесь сейчас все свои психологические моменты забирать, задвигать в долгий ящик. Сейчас на самом деле разберемся, как же на вас влияет оценочное мнение, мнение ваших родителей, ваших друзей, близких и общества. Потому что Водолей — это тот знак зодиака, который ориентирован на общество. Вот такая история, ребят. Водолей вы по Солнцу или по асценденту, вот просто неважно, вас интересует мнение общества, что о вас говорят, как говорят, насколько это к вам относится. И даже если говорят как-то не очень, то такой внутренний ваш лев негодует и хочет со всеми начать ругаться. Обратная сторона Водолея — это лев. Эта история связана как раз-таки с непризнанным гением. Эта история связана с отсутствием похвалы в детстве. Поэтому-то вам и хочется, вы выходите как знак зодиака за границы, за рамки интеллектуальных возможностей, за границы бытия. Вы всем своим духом и силой нацелены на будущее, поэтому сложно жить в настоящем. Вы хотите как бы от всех своих проблем, от переживаний в голове убежать в будущее, тем самым что-то создать, ускориться для того, чтобы заработать деньги и чтобы наконец-то вас похвалили. История на самом деле идет родом из детства, когда вас не хвалили, не замечали ваши креативные способности, вы, скорее всего, в детстве что-то там изобретали, что-то ломали, потому что совершали ошибки, да, ни одно изобретение не было сделано просто так, без ошибок. Это правда, стопроцентная правда, это надо принять, и тогда все ваши достижения будут даваться вам гораздо легче. И, скорее всего, родители вас ругали за это, говорили, что ты только все ломаешь, ты только все портишь, и если в настоящий момент времени вам 30-40 лет, и вы ничего не можете заработать, то эта история родом оттуда. Скажите своим родителям спасибо большое, у вас к настоящему моменту времени, скорее всего, накопленный багаж опыта, вы умеете и, не знаю, стрижку сделать, и коня подковать, и ядерный реактор собрать, и знаете, скорее всего, несколько языков, там попробовали, здесь были. И это хорошо, если у вас на самом-то деле это в профессиональной сфере были вот эти все тест-драйвы, и вы можете все и руками, и головой, и силой мысли, и генерировать идеи, и у вас их очень много. Это очень хорошо. Если в настоящий момент вы перебрали множество браков и отношений, так себе история, ребят, придется все-таки наладить контакты со всеми своими бывшими детьми, которые у вас есть. И это такая история воспитания на самом-то деле, потому что Водолей настоящий, он становится мощным, да, идет в такое большое глобальное развитие, когда у него есть определенный уровень ответственности, да. Истинный Водолей
У него два управителя, которых он обоих признает. Это Уран и это Сатурн. Уран говорит, давай мы сейчас что-нибудь такое классненькое, интересное сделаем, мы ни за что не будем отвечать. А Сатурн говорит, подожди, это же столько ответственности, это нужно начать и доделать, довести дело до конца. Чувствуете, Водолеев, где сейчас вы провисаете, да? Доводить дела до конца, уровень ответственности. Будущее это хорошо, но заземлиться и подстелить себе соломочку нужно здесь сейчас. Поэтому здесь история у многих Водолеев ввести несколько проектов. И такая история. Я вот хочу, чтобы вот это мое занятие, я люблю его делать очень много, а сейчас же очень классно продается в социальных сетях, все должно быть в легкости, все должно быть очень легко. И мое дело должно, которое меня очень сильно радует, приносить мне сразу очень много денег. Мне буквально вот на днях упал коммент на канале, и девушка пишет, что у нее 3 работы. Одна у нее для счастья, радости, для творческого потенциала, другая у нее для развития, дает очень много интеллекта, и только третья кормит ее, только третья приносит ей те деньги, на которые она себе может понять, позволить заниматься вот этими делами. И это основная задача Водолея, потому что большинство почему-то думают, что все вот эти разработки, которые есть в мире, да, они вот просто вот сразу были сделаны и все, ребят, да ну нет же. Основное заблуждение Водолея – это высшее образование нет. Это же долго, это же сколько-то там лет. И сразу внимание, если у вас заполнены 3-й и 9-й дом в натальной карте, то образование ваше все. Вообще, в принципе, Водолей как знак зодиака – это про образование, но образование в институтах – это 3-й и, конечно же, 9-й дом здесь никак нельзя. 3-й дом, если у вас там очень много планет, то образование, контакты, коллективы вам просто необходимы. 9-й дом – это 100% высшее образование. Высшее образование будет давать, расширять ваш менталитет, ваши границы дозволенного, ваши границы существования. И здесь и за граница, что за границу вам нужно ездить, смотреть, как вообще, в принципе, развивается наука, техника и так далее. Потому что Водолей – это про бесконечную генерацию идей. Не просто генерацию, а про то, чтобы их реализовывать, продавать, монетизировать свои идеи. Ребята, вот про что Водолей. Превратить свои идеи в интеллектуальные услуги. Здесь нужно обязательно 100% развивать капитал связи. Нужно быть нацелен на масштаб, на будущее, фантастику и на технологии. Здесь нужно заниматься автоматизацией процессов, либо автоматизировать любые процессы, то есть быть подкованным, разбираться в автоматизации и кому-то оказывать такие услуги. Здесь, естественно, все компьютеры, вся техника, здесь вся авиация под Водолеем, да, и сейчас еще чуть подальше перейду к денежным домам и буду, конечно же, рассказывать про сферы, где нужно зарабатывать, да. Здесь, конечно же, нужно развивать дружбу, развивать демократию, да, развивать дружбу, демократию и свободу, а не власть, потому что если вы ориентируетесь на такую модную фразу, как «деньги правят миром, и у кого их больше, тот и главный». Но нет, ребят, в водолейском смысле не деньги главное вообще. Главная идея, главная свобода, главная дружба. Поэтому, собственно, вы смотрите меня, и я вас называю друзьями. Друзья, либо ребята, потому что это вот такое абсолютно водолейская история, когда стираются рамки, неважно каких мы чинов, кто имеет какую ответственность, пост, почетный он, непочетный, положение в обществе, да, когда нужно общаться со всем миром и не показывать свою власть. Нужно свой интеллект в массы давать, нужно свой интеллект монетизировать. У меня, к слову, много планет просто в 11 доме, поэтому я, дорогие водолеи, вас очень хорошо понимаю. И, как правило, водолеи ко мне и притягиваются. А кто истинный водолей? Это тот, кто всегда имеет свое, пусть и странное, но мнение. Это тот, у кого всегда есть определенный взгляд на разные вещи, и этим ценен настоящий водолей. Быть не как все, отличаться от серой массы. Конечно же, очень много вы найдете советов, как развить свои водолейские качества. Это красить волосы в фиолетовый цвет, одеваться неординарно. Но это такая пыль на самом-то деле. И ни одно фиолетовое худи или фиолетовые волосы не сделают вас поистине водолея. Да, вас заметят. И все.
истинного водолея замечают сложностью знаний, умение эти знания применить в жизнь и помочь людям. Потому что если мы говорим про внутренний посыл водолея, это маленький ребенок, которого в детстве родители не особо-то признавали, да, и выросший ребенок, это вот как раз-таки водолей, да, который признал себя сам, нашел свою историю развития, и он уже просто не ищет похвалу, он уже в этом мире развивается, он понимает, для чего он нужен, он причастен к масштабам мира, к его проблемам, то есть он разбирается в психологии, в науке, в политике, в обществознании, в процессах мира, как это все работает, как это устроено. И здесь, понимаете, фиолетовыми волосами особо-то никак не изменить ничего. То есть здесь следование своим принципам, конечно же, совместное творчество, умение быть в команде, разрушать границы дозволенного, я могу это так сказать, в интеллектуальной сфере. Да? И здесь, естественно, реформы, эксперименты, интуиция, идеи, которые постоянно приходят, масштабы, прогнозы, жить проблемами человечества, ставить прогнозы. Здесь вся аналитика, ребят. То есть это абсолютно водолейская история. Сейчас спросите меня про криптовалюты, знаю, что спросите. Эта история очень важна, конечно же, для водолеев. Буду рассказывать, да. Но смотрите, когда в детстве ребенка не признавали, не хвалили его идеи, его эксперименты и говорили, что ты только все портишь, получается, человек растет, получается таким безответственным, пытается что-то где-то работать на нормальной работе, но это ему настолько безумно неинтересно, потенциал пропадает, и получается, что человек в силу внутреннего напряжения уходит с этой работы и очень часто ее меняет. И для всех других кажется безответственным, ненадежным, потому что он непредсказуемый. И это такая основная история, которую нужно человеку в себе понять, откуда это пошло. Да? Отсюда потом получается нетерпимость к ограничениям, я не хочу работать на дядю, терпеть какие-либо порядки. И тогда вот это желание свободы, свободного проявления своего интеллекта и знаний, своих идей превращается в анархию, когда человек творит непонятные вещи. Да? То есть получается постоянное разрушение и обнуление. И вот живет себе водолей и такой думает, а что со мной не так? Вот мне все говорят, что я классный, я гениальный, но по факту у меня в жизни не так. Да? Поэтому это психологические моменты водолейского знака, которые я сказала. Но ко всему к этому нужно прикладывать. Да, нужно заниматься то, что интересно. Это всегда многозадачность, это всегда умение быстро переключиться с одной задачи на другую. Это умение коммуницировать и общаться. И все те люди, кто умеют разговаривать, говорить и договориться с любым, я всегда говорю, ты нормальный водолей? Тогда ты можешь договориться и с чиновником, и с обычным человеком, и с богатым, и с бедным. И нет ни в каком чине из того, что я сказала, либо в отсутствии чина, ничего зазорного, ничего постыдного. Это просто человек занимается чем ему хочется на данный момент времени. Как говорится, мы живем ту жизнь, на которую нам позволяет жить наша самооценка. Поэтому здесь, дорогие водолеи, сейчас быстренько оценили капитал своих знаний, потому что истинный водолей – это про знания. И уж давайте будем их монетизировать. И да, если ваш асцендент водолей, то у вас 7-й дом брака в любви должен быть, да, он во льве. Здесь должно быть все в любви, гармонии, счастье, дети, жена, муж, то есть вот такая вот интересная, счастливая семья. Но если вот здесь водолей на асценденте не в порядке, то, скорее всего, разрушение вот здесь будет. Нужно найти гармонию водолея. Ну а если у вас 2-й, 6-й или 10-й дом находятся в Водолее, то зарабатывать вам нужно, скорее всего, в сфере информационных технологий. Здесь вся аналитика, здесь работа через интернет, здесь глобальный интернет, однозначно здесь фриланс, работа онлайн. Но не забывайте, второй компонент Водолея – это Сатурн. Это ответственность, это не совсем таки фриланс, то есть нужно понимать, что если это фриланс, то это ответственный фриланс. Если вы кидаете людей,
то будьте готовы к тому, что это будет возвращаться. Здесь ответственность должна быть, понимаете? Здесь сферы, все, что связано с энергетикой, энергия, интернет уже говорила, здесь криптовалюта, сейчас вы спросите меня, что да как. Конечно, потому что же под Водолеем это все аналитики, это мир алгоритмов, это статистики, работа с аналитикой, это сложные знания, информационные технологии, это водолейская история. Да, ребята, и это те проекты, которые будущее. То есть это проекты будущего. Это то, что и денег принесет в будущем. Это те сферы, где вы будете заниматься, и они вам сразу денег не принесут. Они принесут деньги в будущем. Это тоже нужно понимать. И иметь ту работу, которая будет приносить деньги вам сейчас и кормить вас сейчас. С небес на землю спускаемся, да, потому что я знаю, сколько заполонило интернет работы в легкости, и все должно быть интересно. Перечисляю сферы. Наука, техника, здесь роботизированная вся история, здесь анимации, мультипликации, здесь кино, мир кинематографа, когда мы творим, здесь творчество. Водолей это тоже творчество, когда мы занимаемся творчеством, но оно на границе творчества и техники. Здесь отрисованные персонажи, мультипликация, здесь анимация, здесь все фантастические фильмы, которые сделаны с помощью техники. Это нужно понимать, не перечисляю сейчас работы, да, просто называю сферы. Естественно, здесь, если мы говорим про мир эзотерики, то это точная эзотерика, ну, можно сказать, астрология, да, вот, астрология это точная эзотерика. Почему эзотерика, астрология? Потому что все-таки можно сказать, что налоговое законодательство стран мира уже астрологию приняла как профессию, осталось только в голове еще это устаканить, когда-то математика такая же была, да, но здесь история однозначно про то, что это точные науки, это астрология. Если мы говорим про психологию, то здесь математические методы в психологии, да, то есть здесь все, что связано с точностью, с просчетами, здесь все, что связано с математикой, да, так и получается, что все те люди, у кого второй, шестой или 10-й дом находится в Водолее, это аналитический склад ума должен быть здесь, математический склад ума, то есть нужно уметь решать сложные задачи, быть мультизадачным, невзирая на положение людей, кто рядом с вами находится, просто нужно решить своим нестандартным мозгом и мышлением тот определенный момент. То есть приходит к вам человек и говорит, я хочу вот так, и вы говорите, а я могу это сделать вот так. И человек понимает, это интересно, это интересно. Или говорит, мне нужно вот в каком-то году что-то купить. Ну, ко мне, например, приходит, я говорю, в этом году не получится купить, получится купить в этом году. Он говорит, никаких денег нет. Я говорю, вот здесь найдется, ищите вот здесь. Хорошо, приходит человек через какое-то время, говорит, слушайте, правда, получилось купить тогда. Вот так это работает. Это аналитика, это работа с алгоритмами, у каждого алгоритмы свои, все в зависимости от того, насколько вы развили свой мозг и в какой сфере вам интересно себя применить. Собственно, про это и есть натальная карта, да. То есть, если у вас высокие дома гороскопа заняты, то есть, если 7-й дом гороскопа занят, 9-й дом гороскопа занят, 10-й, 11-й, вам хочется и нравится работать с людьми. То есть вы человек, который работает с людьми. Если у вас заняты при водолейских показателях 8-й дом, то вы, скорее всего, антикризисный менеджер, кто с помощью своих гениальных мозгов можете очень много денег зарабатывать. На чьих-то провалах, войнах, обрушениях вы можете зарабатывать очень много денег с помощью своего мозга. То есть здесь вся та же аналитика, криптовалюты, рынки, обвалы рынков в том числе. То есть вы тот самый человек, который может выдерживать эти энергии. У кого в 12-м доме все то же самое. То есть вы скрытый аналитик, которого никто не знает, но вы спокойненько себе где-нибудь на острове сидите и спокойно нажимаете на те самые кнопочки. Но опять же говорю, история Водолея – это работа в долгую.
И вы скажете мне, ну как же так, Женя, вот мы вас видим, и в принципе картинка-то так себе. Ребята, история моей астрологии уже вопрос не одного десятилетия. От момента того, когда вы меня увидели, это лишь вопрос алгоритмов. Понимаете, я вам еще раз хочу снять вот эту быструю и скорую пелену с глаз, чтобы вы не ждали моментальных результатов, не опускали руки и не говорили себе, это не мое, это ваше. Если у вас второй дом, и он у вас заполнен в Водолее различными планетами, конечно, еще те планеты нужно подкачивать, тогда денег будет больше, да, тогда нужно этим заниматься, особенно если там Юпитер, это еще денег очень много, да, то есть здесь нужно больше, и Плутон в том числе, они дают очень много денег, и Нептун в том числе, да, если у вас Сатурн во втором, в шестом и в десятом доме, запаситесь терпением, просто нужно составить себе прям четкий план и не отступать. Да, применять все свои аналитические знания, весь свой интеллект, но это будет история такая, построенная на стабильности. Но и результат будет стабильным, потому что если смотреть и ориентироваться только по Водолею, эта история достаточно нестабильная. Это деньги то пусто, то густо. То есть это вот такая история, чтобы вы просто не говорили, что я ни на что не способен, мне все это не нравится, ухожу в закат, все это бросаю. Нет, доводите дела до конца, идите дальше, разрушайте свои детские кризисы, моменты непонимания, когда родители вам говорили, что это так себе, когда вы не могли найти друзей. Хотя водолейская история – это история быть в дружбе, когда друзья вас двигают. Здесь, естественно, что нужно? Развивать свой капитал связи, развивать свой интеллект, ну и, конечно же, подниматься в этих связях повыше, потому что друзья – это те люди, которые будут вас продвигать. Кто-то где-то кому-то сказал, у меня есть классный специалист, который занимается компьютерами, который занимается, не знаю, анимацией, авиацией, энергетикой, да, и здесь абсолютно вот эта история, которая будет вас двигать вперед, да. Здесь однозначно, если вы будете идти на новый уровень, это публичные мероприятия, такая высшая история вашей продуктивности, да, публичные мероприятия, выступления, использовать глобальный интернет, вещать на весь мир, вести какие-нибудь программы, в шоу-программах участвовать, соприкасаться с шоу-бизнесом, денег, естественно, будет больше, только здесь не переборщите. Основная история Водолея, как только вы одеваете себе корону на голову, все начинает лететь вообще не туда. История Водолея – это работать и отдавать себя обществу и этому миру, все, что ты знаешь, все, что ты владеешь, и тогда все ваши знания и вложения будут конвертироваться в деньги. Вы будете удивляться, откуда они будут приходить, но просто так кто-то безвозмездно вас кому-то посоветовал. Вы удивитесь, насколько люди меня шерят комментарии, оставляют комментарии и отправляют своим друзьям: посмотри, оставь коммент, посмотри, оставь коммент, а вдруг тебе ответят. Совершенно, если вы посмотрите других астрологов, ни у кого такого нет, потому что каждый коммент — это, грубо говоря, консультация. Но я отвечаю, во-первых, потому что мне это интересно, каждый комментарий — это как сюжет кино, это правда так, столько людей, и меня настолько увлекают ваши истории, и вы должны быть готовы в том числе к тому, что история вашей жизни, она не будет ровная. Почему? Да потому что вам просто неинтересно. История ваших заработков, простая и ровная линия, вам тоже будет неинтересна. Иногда это будет амплитуда высокого алгоритма, да, а иногда это будет самое дно. И здесь нужно понимать свои эмоции, насколько вы готовы с этим расти, развиваться, и это работа в долгую, опять же, но здесь опять же нужно понимать, что быть причастным ко всему миру, работать, постараться работать с какими-то большими организациями уже в силу поднятия, да, это однозначно общественная деятельность, да, и здесь однозначно нужно организовывать свою жизнь. Просто так ничего не будет. И чем больше вы демократ по жизни, да, то есть вас интересуют проблемы людей, которые вы можете решить, тем больше у вас будет денег. Это вот такая классная, потрясающая водолейская история, которая на самом-то деле
очень радует, очень дает движение вперед. Конечно же, вы все у меня тоже идеалисты тут сидите, смотрите. И да, ваша вот эта история стремления к идеальному, просто понимаете, что не всегда бывает идеально. Это такой момент, что ложка дегтя будет всегда. Мир не идеален, хоть и водолеям всегда хочется сделать это идеально. Если же вы идете прям вообще в такое глобальное большое развитие мира, да, то есть второй дом — это наши деньги, которые приходят вот нам просто. Мы начинаем заниматься своей историей в работе, мы развиваемся по-водолейски, мы идем вперед, да. А если 10-й дом в Водолее, то вы хотите не просто так свои знания, вы хотите быть причастным к проблемам мира, и это очень глобально, и это очень мощно. И здесь нужно понимать, что мир тоже не идеален, мир сложен, и нужно понимать всю эту сложность, нужно научиться относиться правильно к критике, к чужому мнению в том числе, потому что нужно очень четко считывать желания людей в том числе, то, как хочется. Но если у вас 10-й дом в Водолее, значит у вас 6-й и 7-й дом заполнены такими сложными планетами, как Нептун, Плутон, Юпитер прыгает, Сатурн, скорее всего, то вы умеете, в принципе, это делать, вы умеете считывать людей, вы умеете разбираться в их проблемах, вы умеете это применить глобально. То есть и эту историю тоже нужно понимать, ребят. Поэтому Водолей — это не просто безответственный персонаж, как многие приняли его считать, такой тусовщик, коллективщик, который ходит постоянно на мероприятия, на вечеринки и где-то вот себя вот так с фиолетовыми волосами показывает. Да нет, ребят, это очень большой капитал знаний. И если вы будете не просто в стол свои знания, да, скажите же, вы знаете очень много айтишников, которые занимаются делами и не развиваются никак дальше, потому что нужно развивать еще и связи, нужно общаться, и чем больше у тебя друзей, тем больше у тебя возможностей, потому что Водолей — это и есть одна большая возможность по жизни. И в тот момент, когда вы думаете, что ничего у вас не получится, подумайте, что вы сейчас находитесь на дне, и какая возможность вас сейчас ждет, для чего вы сейчас вот в этом моменте времени думаете, что вы ни на что не способны. Нет, вам просто нужно было остановиться и об этом подумать, для того, чтобы ваш алгоритм взлетел вверх. И это правда так. Живите по своим собственным алгоритмам, устраивайте их и работайте. Очень такая большая важная история, которая мне очень часто приходит и говорит: вот я вот так работаю, у меня очень все хорошо, классно, но личная жизнь не идет. Ребят, личная жизнь — это тот самый важный тыл, который всегда будет с вами, если вы настроите и эту сферу своей жизни, потому что если у вас 10-й дом находится в Водолее, значит 4-й у вас во Льве. Если у вас асцендент в Водолее, тогда у вас 7-й дом любви, брака, отношений находится во Льве. Если 2-й дом у вас в Водолее, то 8-й дом трансформации у вас находится в Льве. И это ваши детские травмы, которые должны трансформироваться для того, чтобы поток денег у вас открылся просто невероятный. Вы сами себя ведете как маленький ребенок и ограничиваете все свои возможности. А здесь нужно все свои обиды, переживания и страхи как раз таки разбить, распылить, с этим разобраться, чтобы что? Чтобы пошли деньги. И очень много денег пошло. Тогда начинает работать все как надо в натальной карте, и события складываются. Не просто так это записываю, потому что, ребята, у нас все-таки эра Водолея. Идем дальше, развиваемся и начинаем делать то, что всегда хотелось, да, в долгую. А как еще? По-другому никак. Дело жизни наше все, и это дело жизни. Найди свое то дело, которое ты любишь делать, и ты не будешь работать ни дня. Но найди еще проект, который будет тебя кормить и приносить реальных денег тебе и свою семью, чтобы не быть безответственным. Это правда так. Неважно, мужчина ты или женщина. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть вопросы, я знаю, что они у вас будут, оставляйте в комментариях к этому видео, оставляйте дату, время, место рождения и ваш вопрос. Общий гороскоп с различными вариантами развития событий я вам рассказала, но это должно обязательно у вас работать, если вы будете применять эти рекомендации. Ну или отвечу вам в комментариях. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.